Ну, разбили окно, ну, украли вещи, ну, ладно, животные здесь при чем? Hola, amigos! А вы верите в путешествие во времени? Ну там Алиса, Мелофон, Вертер. И не Дарт Вейдер, а вот другой такой серебристый персонаж. К чему это вообще? К тому, что Испания по временной такой спирали каким-то образом очутилась в российском прошлом. Этакий привет из 90-х или нулевых. То есть вот пока во всем мире, который называет себя развитым, хакеры воруют бабки со счетов, телефонные мошенники отбирают последние деньги у пенсионеров, а поставы на дорогах канули в лету, вот в Испании происходит, ну не знаю, какое-то обострение, знаете, вот напоминающее флешбеки или какое-то такое вот малобюджетненькое кинцо. Людей режут прямо на трассах за сумку, в которой даже неизвестно что. А знаете, вот поле чудес, только вот на кону не черный ящик, а ваша жизнь. Ну, а вы на канале «Испания наизнанку», и я расскажу, что в последнее время творится в прекрасной и солнечной Испании. Поехали! Нет, ну я, конечно, могу дать слабенькое, но хоть какое-то объяснение всему происходящему. Безусловно, вирус. Люди теряли и теряют работу, а кушать хочется, и кормить надо не только себя. И вот различные гастролеры из менее развитых стран еврозоны приезжают на побережье на заработок. И все тут прозрачно и ясно, но вот непонятно только другое. Как такое может происходить сейчас? И что намного важнее, кто в доле? Если в этот век, вот в этот цифровой век, когда камера на каждом углу, и их разве что под ободком унитаза нет, и то не факт. Люди там на Марс ласты намылили. И вот тогда как возможно то, о чем я сейчас и расскажу? Ну да ладно, лирика лирикой, но вот лето не за горами, и сейчас такой, знаете, бархатный сезон. И это несмотря на вирус, ограничения, бесконечные проверки документов и тестов. В общем, несмотря ни на что, люди всеми правдами и неправдами едут на испанское побережье. Ну знаете, вот из рутины выбраться, отдохнуть. И, кстати, я сейчас говорю не только о наших с вами земляках. Я говорю вообще обо всех тех, кто решил поехать в Испанию. А если быть еще точнее, то обо всех машинах, чей номерной знак не начинается с буковки «Е» на голубом фоне. И говорю я именно о них неспроста. Это именно те люди, которые с вероятностью в 100%, пересекая границу с Испанией, вешают на свою машину огромную такую красную мишень. И вот катаются они такие по испанской земле и не парятся. Но это же Европа, Испания, безопасность. И вот, припарковал свою машину возле парка, в славном городе Барселона, никто, конечно, не думал о том, с какой веселухой придется столкнуться. Кстати, если что, парк — это такое местечко, где деревца растут, люди гуляют, детишки орут, собаки выгуливаются. Ну, в общем, это не отшиб какой-нибудь и не лес, это оживленная улица. И единственная ошибка, которую допустили эти люди, заключалась лишь в том, что у них номера на машине были не испанские. И вот пока они перекусывали в кафешечке и любовались видами, им разбили стекло. И все вещи, сумки и рюкзаки, в том числе с ноутбуком, ушли. И нет, они, знаете, они не были разбросаны по салону, они были в багажнике. И все это произошло днем. И еще раз, на оживленной улице. Классика, скажете вы. Но то, что произошло дальше, куда как интереснее. То, что было дальше, это вообще какой-то сюрреализм. Но вы же знаете, что у нашего с вами брата есть такая вот развлекуха — на своей машине регистраторы ставить. Ну так вот, в машине он был. И вот эта шайтан-технология и зафиксировала и тех, кто это сделал, и как они это сделали, и на какой машине уехали, и даже с какими номерами. Ну, в общем, знаете, для полноты картины им нужно было только вот под дворник ксерокопию паспорта и вот место прописки оставить. И вот приезжает полиция и рассказывает им такую вот, знаете, слезную историю, показывают видеозапись, и вот дальше происходит, что-то, знаете, такое слабо объяснимое. Примерно через час приходит звонок на скайп от некой бабульки, которая на помойке и, о чудо, нашла рюкзак с ноутбуком, догадалась его открыть, найти там контакт, вот в скайпе найти контакт и сообщить о том, что все это добро у нее.
И вот приезжают они к этой тете, и вы не поверите, она им все отдает. Ну, в плане ноут и все, что было в рюкзаке, там диски, флешки, там другая какая-нибудь ерунда. Там, по-моему, пропала только зарядка от айфона. Ну да ладно. Ну вот вопрос, а как это все объяснить? Ну, я бы еще подумал, что это, знаете, прикол такой или лажа какая-нибудь. Знаете, как сейчас модно говорить, фейк. И такого вообще не бывает. Но вот история эта произошла не с кем-то, а с нашими близкими друзьями. И вот когда мы это все слушали, знаете, вот казалось, что это какая-то параллельная вселенная, что это все из какого-то, знаете, далекого прошлого, когда сотовой связи даже еще и не было, и вместо Авито были доски объявлений во дворах. Ну окей, хреновый опыт, бывает, что уж там забыли, живем дальше. Но вот спустя ровно 1 год они снова попали, только в другую историю. И вот эта история могла закончиться куда плачевней. Трасса между Валенсией и Барселоной. Это платная дорога, то есть машины въезжают и выезжают с фиксацией номерного знака. Камеры на каждом шагу. И вот остановились они выпить кофейку на заправке. А когда продолжили свой путь, раздался сигнал о спущенном колесе. В это же время из проезжающей машины, жестикулируя, маша ручонками, ножонками, им показывали, что дело полная дрянь, и нужно срочно останавливаться, беда. И вот они остановились. И в один момент лишились сумки с документами, деньгами и всем ценным, что было в машине. И люди эти, в общем, они ни разу не первый раз за рулем. Они с огромным опытом путешествий на машине. Они обколесили всю Европу. В общем, умные и прохаванные. И прекрасно осведомленные о таких вот темах. И более того, уже даже попавшие 1 раз. Но по их словам, произошло все настолько быстро. Ну вот что, знаете, вот к моменту, когда они поняли, что случилось, не то чтобы грабителей уже не было, даже машины, на которой они все это дело провернули, и след простыл. Ну а с порезанными ты колесами далеко ведь не уедешь. И вот старая песня, вызывают полицию, показывают видеозапись со злоумышленниками, машины, ее номерами. И я напоминаю, это платная трасса, на которую просто так не попасть, и с которой также просто так в кусты не срулишь. И вот приезжает полиция и говорит: да, вы знаете, на самом деле здесь работают банды, и вы сегодня уже не первые. Пару часов назад таким же образом остановили женщину, только в довесок ее порезали и помимо вещей забрали ее собачку, Йоркшира. И это все происходит тогда, когда, знаете, введены серьезные ограничительные меры. Там, знаете, проблемы с передвижением, куча постов, куча полиции. Ну и количество машин, конечно, значительно уменьшилось. Ну и пандемия тут как-никак. И теперь удивительное рядом. По какой-то необъяснимой причине их никак не могут поймать. И даже если их ловят, то дать показания против них некому. Работают они только с машинами на иностранных номерах. То есть с теми, кто едет отдыхать, либо с отдыха, или вообще проездом. И вот, знаете, на срок, достаточно для задержания и суда, люди эти здесь точно не задержатся. И схема банальна и проста. На заправках режут колеса, а затем преследуют. И одно дело, когда это происходит прям, знаете, на парковке. И такие, знаете, разводки, они вроде как читаются. Мы же все-таки знающие и осведомленные люди. Но вот оказавшись на трассе, вот в такой стрессовой ситуации, оказывается, не все так однозначно и легко. Ведь, согласитесь, схема-то тривиальна, но она работает. И тут, конечно, можно сказать, просто не повезло 2 раза. Но проблема не в везении, а в том, что а. машина была не на испанских номерах, и б. мир и Испания, в частности, изменились до неузнаваемости. Безденежье и вот это все проблемы, они сместили эту планку разбоев и преступлений совсем на другой уровень, на более низкий уровень. Разбить стекло и вывести вещи – окей. Украсть кошелек – окей. Но порезать женщину, чтобы забрать у нее собаку, пускай дорогой породы, чтобы продать потом ее евро за 100, за 500? А что, собственно, происходит? А куда мы катимся? Вы, кстати, обратили внимание вот на тот факт, что полиции предоставили все данные, вообще все. И в том, и в другом случае на выходе тишина. Я не пытаюсь строить какие-то догадки или влезать в теории заговора, но как-то уж больно все это странно. Хотя, может, это просто я мнительный. В последнее время на русских группах, на форумах очень много подобных сообщений. Сейчас весна.
кого есть возможность, деньги или прочие какие-то нюансы, они могут поехать, и они едут в теплые края, в том числе и на машинах. И предполагаю, что таких сообщений дальше будет только все больше и больше. Ну и что тут скажешь? Ну, будьте бдительны, не знаю, осторожны, ведь помимо вас в эти теплые края едут и другие люди, и вовсе не отдыхать. И из совета: во время длительных перегонов на заправках или в кафешках, если вы едете в машине не один, не оставляйте машину без присмотра. Ведь в туалет можно сходить и по очереди, и за кофе сгонять одному. Всегда держите двери заблокированными. Ну и еще совет вот от наших знакомых, живущих во Франции. Если вы бросаете машину, оставляйте бардачки и ящики открытыми. Но чтобы вот у проходящих мимо не возникало желания самим узнать, а что же там внутри. Ну а вы были на канале Испания наизнанку. Если хоть одного человека этот видос убережет, то я буду считать, что не зря старался. Подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч. Пока.